Добро пожаловать на канал Гудзик DIY. С вами, как всегда, Катя. Я очень люблю скандинавских гномов. Делаются они очень просто, но несмотря на это выглядят празднично и по-настоящему уютно. Этот гном получился таким нарядным и так мне понравился, что я даже решила разыграть его среди своих подписчиков. Обо всех условиях я расскажу в самом конце видео, ну а пока давайте смотреть на процесс его создания. И для основы я снова беру пластиковый стакан. Очень мне понравилось, как получился прошлый красный гномик из стакана. Также туловище можно сшить, я тоже показывала, как это делать в недавнем видео. Или можно просто купить готовую пенопластовую заготовку в магазине для творчества. Для того, чтобы придать стакану объема, нужно сначала оклеить его синтепоном или ватой. Для туловища можно использовать любую ткань подходящей расцветки. Ее плотность особо не имеет значения. А если будете использовать фетр, то лучше выбирайте мягкий, чтобы он не оставлял заломов. Именно такой фетр я и выбрала для колпачка. Чем толще он будет, тем лучше колпак будет держать форму. Сегодня снова не буду использовать никаких выкроек. Просто прикладываю лист на нужном уровне и отрезаю заостренную форму. Этот шов можно склеить термопистолетом и задекорировать его какой-нибудь тесьмой или пайетками. Но зашитый шов выглядит куда аккуратнее склеенного. Декор может быть абсолютно любым. Мне интересно декорировать каждого гномика по-разному. И гномика с заплаточками у меня еще не было. Их можно также приклеить, но пришитые будут выглядеть более нарядно. Бороду можно сделать из кусочка искусственного меха, пряжи для валяния, ну или обычных вязальных ниток. Приклеиваю ее на кусочек телесного фетра с изнаночной стороны. Верхний ряд прядей сначала стягиваю ниткой и подклеиваю только с изнаночной стороны, так клея совсем не будет видно и вся работа будет смотреться аккуратней. Точно так же делаю и усы. Нос делаю из маленькой пуговки. Можно кружочек из фетра наполнить синтепоном и стянуть в шарик. Ну или комочек ваты обернуть кусочком капроновых колготок.
Подклеиваю колпачок, чтобы он не съезжал. Для оформления глазок тоже можно выбрать разные варианты. Приклеить готовые кукольные, выбрать бусинки или просто нарисовать их акриловыми красками. Для украшения колпачка можно сделать помпон или кисточку из ниток. Нужно плотно намотать несколько слоев пряжи на картонную заготовку, разрезать и зафиксировать нитью. Часто использую в своих работах проволоку от сахарных ягодок. Она уже обмотана тейп-лентой и хорошо держит форму. Глазки уже подсохли, и нарисую на них блики белой краской. Мой стакан был с крышкой, именно из нее я и буду делать нижнюю часть туловища. Его можно вырезать из картона или тонкой фанеры. На равном расстоянии от центра делаю отверстие и вклеиваю по 3 шпажки. Для надежности лучше их еще перемотать между собой какой-нибудь лентой или скотчем. Для ботиночек отлично подойдут пустые капсулы от Киндера. Приклеиваю их на картон, а недостающие места заполняю фольгой. Чтобы гномик был устойчивым, нужно утяжелить ему ножки. Сами ботиночки можно заполнить цементом или строительным гипсом. Но я решила сделать еще дополнительную подставку для большей устойчивости. Заполняю пластиковый контейнер гипсом, а пока он застывает, вернемся к ножкам. Тут тоже можно приклеить синтепон, если хочется добавить объема. Штанишки буду делать из велюровой ткани. Длина штанин должна быть в 1,5 раза длиннее шпажек. Сшиваю их на машинке и выворачиваю. Прорезаю отверстия для ножек и хорошенько распределяю ткань. За счет ее мягкости и эластичности она не оставляет заломов, а хорошо и плотно обтягивает форму. Приклеиваю штанины, подгибая вовнутрь необработанный край. За счет того, что штанины длиннее ножек, они ложатся красивыми мягкими складками. Их тоже можно украсить такими же заплаточками.
Рукава сделала в 2 раза уже и короче штанин. А сам каркас рук сделаю из проволоки, чтобы можно было менять их положение. На концах загнула петельки, чтобы они не прорвали ткань. Прячу место склейки под край колпачка. Варежки я вырезала из фетра и обшила декоративным швом по внешнему краю. Немного наполнила их синтепоном, чтобы они не выглядели так плоско. И приклеила их к ручкам. Место соединения украсила манжетами из искусственного меха. В руках гномик будет держать рождественский веночек. Для его основы подойдет проволока или картон. Я взяла ненужную сережку в форме кольца и заклеила замок, чтобы она не открывалась. Обвязываю основу крючком, и когда весь ряд обвязан, сначала вяжу 4 воздушные петли и креплю их в ту же петлю, с которой начинала вязание. Точно так же провязываю и второй ряд, чтобы сделать венок еще более пышным. Точно так же можно сделать и елочку, если приклеить такую вязаную бахрому на конусную основу. За счет градиентной краски пряжи такое украшение смотрится очень нарядным и объемным. Я украшаю венок серебристой надписью и бусинами. Также пришитый декор будет выглядеть аккуратнее приклеенного. Тем временем гипс немного застыл, и я вдавливаю в него сами ботиночки. Их тоже наполняю гипсом, чтобы хорошенько закрепить шпажки. Спустя 12 часов можно доставать гипс. И пока он еще сырой, можно подкорректировать форму ножом. Теперь нужно хорошенько ее просушить, чтобы она набралась прочности. Теперь можно оставить нашего гнома на ноги. Хорошенько промазываю стык горячим клеем как со внутренней, так и с внешней стороны.
А место склейки декорирую пояском. Для того, чтобы подставка не осыпалась, не пачкала и не царапала поверхности, можно оклеить ее бумажными салфетками. Ботиночки крашу в 2 слоя коричневой акриловой краской. А саму подставку белой. Хочу, чтобы она выглядела как снежный сугроб. Для этого толстым неровным слоем наношу термоклей и посыпаю его пищевой содой. Получается очень красивая искрящаяся поверхность. И чтобы снег искрился еще больше, можно добавить полупрозрачных белых блесток. У них очень деликатное, такое еле заметное сияние, выглядит очень красиво и натурально. Можно подстричь гномика, придать бороде заостренную форму и подровнять челочку. Но мне хочется оставить его таким слегка лохматым. Ну, а теперь подробнее о розыгрыше. Для того, чтобы принять в нем участие, вам нужно быть подписчиком моего канала и написать под этим видео любой комментарий. Видео должно набрать 1000 лайков до 18 декабря, и ровно через месяц я определю победителя с помощью специальной программы случайным образом. Принимайте участие, если хотите, чтобы гномик украсил именно ваш дом. У меня на сегодня все, и продолжим подготовку к Новому году уже в следующем видео.